Сегодня мы поговорим о интервальном голодании и что с ним не так с рекомендациями врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Что не так с интервальным голоданием? Не ем 16 часов в сутки, а в остальное время ем, что хочу и худею, гласит реклама интервального голодания. Интервальное голодание, конечно же, привлекает внимание тех, кто стремится сбросить лишний вес. Но стоит взглянуть на этот метод с иной стороны. Периодический отказ от еды может вызывать ряд негативных последствий, как для физического, так и для психологического здоровья. Недостатки интервального голодания. Первое. Компенсационное переедание. Когда человек ограничивает себя в приеме пищи в течение определенного периода времени, существует риск того, что он будет есть избыточное количество еды в те периоды, когда есть разрешено. Это может привести к избыточному потреблению калорий и, тем самым, не привести к желаемому результату снижению веса. Второе. Плохое самочувствие. Отказ от приема пищи в определенные периоды времени, когда все же возникает чувство голода, также может вызвать чувство усталости, раздражительности и даже навредить здоровью. Третье. Дисбаланс рациона. Чаще всего, когда человек следует ограничениям во времени приема пищи, он редко обращает внимание на качественный состав своей продуктовой корзины. Как правило, в такие периоды развивается неконтролируемое чувство голода и в ход идет потребление большого количества быстрых углеводов или любых других доступных продуктов со скудным нутритивным составом. Обычно это приводит к снижению общего количества потребляемых питательных веществ, таких как витамины и минералы. Противопоказания к интервальному голоданию. Важно помнить, что в ряде случаев интервальное голодание может быть опасным, поэтому метод противопоказан. Первое. Людям с хроническими болезнями, например, диабетом, проблемами с щитовидной железой, эпилепсией, желчекаменной болезнью и другое. Следует проконсультироваться с врачом, чтобы взвесить потенциальную пользу и возможный вред от данной методики снижения веса. Второе. Беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью. Третье. Лицам с расстройством пищевого поведения. Четвертое. Лицам с различными нарушениями в работе органов ЖКТ, рефлюкс, язвенная болезнь, нарушение стула. Также рекомендовано воздержаться от данного метода. Есть ли какие-то плюсы у интервального голодания и почему многие утверждают, что действительно теряют вес, применяя этот метод? У некоторых людей интервальное голодание может способствовать снижению веса, так как ограничение времени приема пищи может привести к уменьшению потребления калорий. Периодическое голодание может стимулировать обмен веществ, что способствует эффективному сжиганию калорий. Ограничение времени приема пищи может помочь установить более яркие границы и обеспечить лучший контроль над количеством потребляемой пищи. Есть исследования, которые предполагают, что периодическое голодание может оказывать положительное воздействие на здоровье сердца, в частности, снижая уровень холестерина и снижая давление. Однако, качество этих исследований довольно низкое. Еще раз важно отметить, что последствия могут проявляться по-разному у разных людей. Как всегда, прежде чем вносить изменения в свой рацион, стоит проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию. Несмотря на некоторые исследования, которые говорят о пользе интервального голодания, долгосрочные последствия пока полностью не изучены. Неизвестно, приводит ли данный метод к устойчивым результатам и получается ли их сохранить в долгосрочной перспективе. Современные научные данные говорят о том, что не стоит принуждать себя к строгим ограничениям. Рациональный и устойчивый подход к питанию с учетом образа жизни может быть более эффективным и долгосрочным методом для достижения желаемого веса. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!